Всем привет, это «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики и АРУ ТВ. После небольшого перерыва мы снова с вами. Меня зовут Александр Романенков, и я ватник по ту сторону экрана, и в данный момент вообще находится в одном из европейских государств мой коллега и соведущий Андрей Кузичкин, он же русофоб, беглый чиновник. Приветствую, Андрей. Да, привет, Саша, спасибо за такое емкое представление. Чуть не сказал поздравление. Ну и, конечно, всем привет-привет после нашего небольшого летнего перерыва. Мы опять готовы молоть и размалывать самые трудные, проблемные орешки нашей жизни. Накормим вас досыта. И мы начинаем. Ну что, друзья, я нас всех поздравляю. Экономика наша опять, как обычно, там, где лучше бы она не оказывалась. Но так получилось, что август месяц традиционно для России такой печальный месяц. В этом августе мы наблюдали в очередной раз, никогда такого не было, и вот опять. Буквально в начале августа рубль, который укреплялся все последние 1,5 года, во всяком случае, если верить пропагандистам, да, вдруг он начал укрепляться, да совсем не в ту сторону. 14 августа, буквально там в течение часа-двух, наверное, ну, буквально в течение утра рубль обвалился до каких-то рекордных показателей, коих не было с марта 2022 года. Ну, тогда понятно было, почему оно произошло. Тут же нас кормили сказками все эти 1,5 года, и мы действительно видели, что он немножечко подрастал, да не немножечко, там, а серьезно в весе набирал. Сейчас он провалился, но вроде Центробанк там что-то чуть-чуть выправил, но мы же понимаем, что, во-первых, это под выборы и ненадолго, во-вторых, это такой тревожный звоночек, и я все-таки думаю, что уже многие эксперты говорят, что к осени он все равно выйдет, после выборов выйдет за вот эти вот пределы, за 100 рублей, возможно, достигнет отметки в 120, а может быть даже в 150. Евро рисует коридор под 170. К чему это приведет? Ну, очевидно, что это приведет к очередному витку роста цен, потому что мы полностью импортозависимая страна. Ну, хорошо, не полностью, на 50%. Это официальные данные из РИА Новостей, я их взял, и Росстата. Более чем на 50% мы зависимы, но это только по категориям товаров, да, есть еще частичная зависимость, ингредиенты, комплектующие, что-то еще. Вот хотел тебя спросить, да, как человека, который в прошлом работал чиновником, почему Ваня-то российский никак не поймет, что, блин, ну и мы импортозависимые, поэтому зависим мы от той самой конвертируемой валюты, такой как евро и доллар, почему он все сидит и бредит какой-то ерундой о том, что с нами все будут торговать за рубли, о том, что вот не сегодня, не завтра этот доллары вообще отменят. И привет родителям, даже Европа некоторое время назад, там 20, по-моему, да, лет назад признала, что, в общем, американская валюта – это очень серьезная валюта, потому что американцы всю жизнь занимались финансами, и надо объединяться и создавать какую-то единую валюту, чтобы это появился какой-то противовес в экономике. Там вся Европа объединилась. А вот до русских Вань, которых целых 2% населения от общего процента живущих на планете, вот они почему-то свято верят, что все, завтра мы, значит, этот доллар уничтожим, и евро вместе с ним, и вообще вся планета, включая, да не только планета, а вся наша Солнечная система начнет жить на рубли, потому что рубль это самая там устойчивая валюта, которая обеспечена, хрен знает чем она обеспечена, говорят, землей, но я в это особо не верю. Что скажешь? Ну, я скажу о том, что вообще-то у народа русского, у россиян, даже и у граждан Советского Союза никогда особого почтения по отношению к рублю не было. Ты же сам прекрасно помнишь, как называли наш рубль? Деревянный. Да, деревянный, деревянный. Это мем. Это всегда такой был мем, потому что все понимали, что вот этот вот курс, который выставлял да, значит, Центробанк советский еще 1 рубль 60 центов, что все это было, конечно, совершенно нереально, и все это достаточно искусственно. Но, конечно, в последующем рубль еще превратился из денежной единицы в политическую, потому что курс рубля, ну, это усилиями Кремля и кремлевских пропагандистов,
сделали символом успеха, благополучия, эффективности курса Путина, ну и, естественно, российской экономики, показатель устойчивости российской экономики. И поэтому, конечно, лоб разбивали все чиновники Центробанка, Минфина для того, чтобы все-таки этот курс удержать. Но в том-то и дело, что экономика, она совершенно штука безжалостная. И невзирая здесь на чины, звания, на заслуги, Путин-то или Байден. Поэтому если есть, например, спрос на доллары и евро с юанями, но нет спроса на рубль, но, естественно, случается то, что и случилось. И, в общем-то, все это предсказывали, потому что по первому полугодию, как известно, экспорт российский сократился в денежном выражении на 40%. Физически-то он даже чуть-чуть подрос. А вот в денежном выражении, благодаря применению санкций, санкционных мер по сдерживанию цен на российскую нефть, естественно, экспорт сократился на 40%. А при этом импорт вырос на 15%. Потому что, да, как бы вы ни кричали громко об успешном импортзамещении, зависимость, она просто капитальная по многим параметрам от импорта. И поэтому товары потребительского спроса, они все равно на 80% России идут из-за границы. И неважно откуда, из Индии, из Китая или из Бразилии, но импортеры все равно предпочитают рассчитываться в долларах, а не в рублях, в долларах и в евро, на худой конец в юанях. И поэтому, естественно, импорт продолжает расти, а экспорт Я резко думаю, на худой сократился. конец не в юанях, я думаю, на худой конец в фунтах стерлингов там. Потому что юани, насколько я понимаю, на сегодняшний день даже в пятерку мировых валют, они то попадают, то вылетают оттуда. А в Азии может быть, но я думаю, туда, если в сторону Европы, в сторону Запада посматривать, то там юани, мне кажется, даже на азиатских Нет, биржах юани-то не особенно используются, это тоже не, все не, не, сказки не, российской пропаганды. я бы не преуменьшал бы, конечно, значение юаня. Понятно, что как конвертируемая международная валюта он очень ограничен, но с учетом того, что все-таки Китай это 1,5 миллиарда населения, это огромная экономика и огромный рынок, поэтому хотя бы даже на этом рынке, если мы Нет, там работаем, же то беда-то, видишь, с юань юанями в значит. чем? Там беда-то Что? с юанями в чем, насколько я понимаю, что ими нельзя просто так рассчитываться, как тем же американским долларом или как тем же европейским евро, вот просто взял и рассчитался. Там, если ты проводишь какие-то сделки, тебе нужно соглашение, там, я не знаю, как правильно он называется, Банк Китая или Национальный банк Китая, вот что-то типа такое, ну, грубо Национальный говоря, банк. тебе нужно согласование с китайскими властями, что вот я провожу Да, эту да, да, сделку, да, хочу да. рассчитаться в ваших юанях, вот, и китайцы уже принимают решение, дать тебе добро на эту сделку или не дать, и это не очень удобно, поэтому, вот, насколько я понимаю, юань периодически из этой пятерки и вылетает, потому что, ну, кому нафиг надо? Если я приехал на лондонскую биржу, заключил договор там на поставку, условно, нефти, газа, алмазов, чего-то еще, леса, да, я тут же заключил этот контракт в долларах, и я не парюсь, а тут мне надо еще как-то выходить на эти китайские власти или там на Банк Китая, вести с ними какие-то переговоры, нафига козе баян, что называется. Вот и я никак, ну ладно, там это даже умные люди не понимают, тут про простых смертных, про простых граждан бы хрен с ним. Я вот не понимаю, знаешь, чего другого. Когда мне начинают те же ура-патриоты объяснять, почему, да, рубль это самая крепкая валюта. Они говорят, потому что мы самая большая страна в мире. Вот они почему-то думают, что экономика и размеры нашей страны каким-то образом взаимосвязаны. Хотя в школе нас учили еще с 1 класса, что яблоки с авоськами в принципе не складывают. Да? Большая страна это замечательно, но население страны, я вот там выше сказал, 2%, ребят. Вы о чем говорите? Какие рубли? В России-то не все рублями пользуются. Ну, 2% населения Земли. ВВП до начала известных событий менее 2% нашей страны было. Вообще вся наша экономика менее 2% от общей планетарной экономики. Ну, какие рубли? Сразу вспоминается. Знаешь, я все пытаюсь донести это до людей. Вспоминается стихотворение Некрасова «Бессмертное», да? Семья-то большая, да 2 человека всего мужиков-то отец мой, да я. Так и здесь. Земля-то большая у нас, страна-то большая, экономика маленькая, блин, еще и зависимая от всех и кругом. И этот вопрос же тут даже вот на уровне совсем глупых людей, сколько раз его приводили. Оглянись вокруг, что тебя окружает российского.
Что на тебя одето надето, да, так будет правильнее, что у Надето, тебя в надето. холодильнике стоит российского. Потому что даже если ты откроешь, там скажешь, вот хлеб, хлеб произведен там, господи, в городе Реже, например, в Свердловской области. А давай съездим в город Реж и посмотрим, на каком оборудовании он произведен. Нефть мы качаем, а на каком оборудовании мы ее качаем? Там и так далее. Даже ракеты наши летают. А какие чипы туда внутрь вставлены? Чьего производства? Вот с этого надо начинать. Но, к сожалению, пропаганда людям не объясняет. Люди как дураки сидят и говорят, ну я же в рублях зарплату получаю. Ну ё-моё. Да хоть в бусиках ты ее получаешь. Не значит, что весь мир сейчас ломанется торговать за бусики. Прости, что перебил. Да, ну вот начнем как раз с конца по поводу чипов. Видимо, российские чипы поставили в аппарат Луна-25, поэтому сейчас судьба его неизвестна. Крупнейший такой проект, да, путинской эпохи космический проект подавался с такой помпой. Все, где теперь этот аппарат спрятался, пока его еще не нашли. Вот, видимо, чип поставили все-таки российского производства, наверное. А ты думаешь, может быть, он был китайский на вообще этот Алиэкспресс аппарат? купили. Не, ну Ты думаешь, запускали, он был показывали, вообще да. этот аппарат? Не, ну слушай, Ну, нам запускали, конечно. показывали, как эта актриса, там, как она, фамилию ее забыл, года Это 2 назад в другая космос история. летала. Юлия Снегирь, да. Не Юлия Снегирь, она какая-то другая, тоже Юлия, по-моему, да, какая-то другая блондинка такая, летала в космос, и там вот сейчас он как раз вышел на экраны, этот Ну да. кинофильм, но ну, что-то Да, ну никто особо не понятно. верит, что она в космос действительно летала, потому что там что-то, ну, как-то вот... Да, отвлеклись немножко, отвлеклись. Да, все-таки вот или российский, значит, чип, или китайский на Алиэкспресс купленный, вот к этому все и привело. Ну, а вот по поводу того, что 2% населения, 2% экономики, здесь с тобой можно соглашаться или нет, то есть цифры-то совершенно бесспорные, но на самом деле, видите, 2% экономики, ну, объем российской экономики, да, 2% от мировой составляет, но и 2% населения, то есть, ну, все пропорционально можно было бы накормить, собственно, своими ресурсами. Почему не кормим? Спрашивается. Но из-за тупой вот экономической политики, конечно, властей. И, ну, с чем не соглашусь я с тобой вот в этом отношении, понимаешь, да, с одной стороны, значение российской экономики в глобальных масштабах не такое большое, но тут нужно секторально анализировать. А вот тем не менее, на 75% все-таки Россия зависела от поставок российского газа и на 40%, а иногда доходило до 60% от российской нефти. И зависимость здесь была, конечно же, сильнейшая. Но вот пока была эта зависимость и держался, в общем-то, курс рубля. Как только отвязались от России, от российских энергоресурсов, главные потребители и поставщики валюты в российский бюджет, да, Европа, европейские страны, вот тебе и наступил этот самый критический день. С другой стороны, конечно, ты совершенно прав, что население России как-то недооценивает. Ну как, они, конечно, получают зарплату в рублях, и вроде это их успокаивает. Но сказать, что совершенно все спокойны, нельзя. Если ты, может, слышал Соловьев Лив, какую он там истерику устроил, как он бился, он чуть не убился, может, это хорошо было бы, конечно, по поводу того, что, значит, да, до чего же вы довели-то, но он обращался к либералам, так называемым, там, в Центробанке, в Минфине, до чего довели, значит, Россию, вот уже 100 рублей за доллар, это что такое, там, ну, прям вот приступ был какой-то эпилепсии. И после этого как раз все-таки начали меры какие-то принимать Центробанк и сдерживать. Но на самом деле, конечно, многие все равно обеспокоены и Не, ну курсом, давай, да, какие меры Центробанк принял? бросились скупать валюту, истерика началась все равно у людей. А какие меры Меры Центробанк нормальные. принял? Ну давай не будем говорить, что они Меры нормальные. Во-первых, нормальные. увеличили ставку рефинансирования. И что? И ты же прекрасно понимаешь, ставку рефинансирования, увеличение, причем на 3,5% пункта, она тут же шарахнула по малому и среднему бизнесу. Сегодня вся российская экономика выплывает только за счет каких-то там еще сбережений типа фонда национального благосостояния и только благодаря малому и среднему бизнесу. Малый и средний бизнес развивается только тогда, когда есть кредиты. Когда нет кредитов, малый бизнес не развивается, он стагнирует. И вот сегодня малый и средний бизнес получил кредиты, если ЦБ отдает по 12,5 деньги, то коммерческие банки, где кредитуется простой предприниматель, отдают их под 18, под 20%. Прости, это какой продукт надо производить?
чтобы отбивать 18-20% кредитов. А второй момент, то, что нам сегодня, да, показывают якобы какие-то рост где-то в каких-то там сферах, ну давай будем по-честному, да, вот есть вот телефон. С помощью этого телефона можно что-то создать, я не знаю, снять какое-то кино, смонтировать там какой-то видеоклип, где-то выложить, да, заработать на этом деньги. То есть этот прибор, он позволит тебе что-то с помощью него еще где-то заработать, или ты там работаешь каким-то биржевым брокером, с кем-то созваниваешься, вот, а мы-то говорим ведь о росте экономики, который, безусловно, наблюдается сегодня в Российской Федерации, но это ВПК, где производят, грубо говоря, снаряды, снаряд летит, он ничего дальше не производит, он улетел, взорвался, все, снаряда нету. То есть он не Ну, принес экономике ровно никакой пользы. ВПК и АПК растет. Но если возвращаться все-таки к финансам, то есть вот про эти ножницы я тебе говорил, что на 40% экспорт сократился, на 15% вырос импорт. 55%. Вот на 40%, собственно говоря, обвалился рубль по отношению к доллару, к евро, и на процентов на 20 к юаню. Тоже обрати внимание, да, то есть на юань все-таки спрос не такой высокий, как на доллары с евро, при всем при том. И мог обваливаться и дальше, но не больше, чем вот на эти 55%. Сейчас Центробанк тормознул этот обвал. Да, конечно, это существенный удар, а по ипотечному кредитованию ты еще не вспомнил. Одно дело, бизнес кредитуется, это важно, но важно еще ведь, что у нас народ весь сидит на ипотеках. И, конечно, сейчас резкое подорожание ипотек и снизит спрос на жилье. Причем, если обратили наши слушатели внимание на такую статистику, что ввоз жилья растет в России, а вот его распродажи, реализация сокращается на 70% по многим регионам, в среднем где-то около 55%. Даже в Москве сократилось. И чтобы теперь реализовать построенное жилье, требуется от 4 до 5,5 лет. То есть вот здесь вот стагнация, а удорожание ипотеки еще хлестанет, конечно же, по этому рынку, а это очень важный драйвер экономики. Так вот, конечно, и тем не менее сказалось это на курсе, но очень слабо. Вот именно эти меры, то есть изменение ставки, повышение ставки сразу на 350 пунктов, никто, конечно, не ожидал. Но теперь применяют еще и другие методы. А вот теперь экономика переключается на ручной режим управления. Это, наверное, самое плохое. Когда собирают совещания экспортеров, в основном это, конечно, экспортеры минеральных удобрений, потому что минеральные удобрения российские не попали под санкции. И обсуждают с ними, значит, возврат валютной выручки в Россию. То есть вот это как раз, наверное, самый главный показатель кризисного состояния экономики. Я бы с тобой поспорил. Вот тут как раз когда ЦБ принял это решение в 2022 году, что экспортеры должны продавать государству до 80% валютной выручки, это было понятно, потому что один из пакетов санкций подразумевает запрет на ввоз в Россию наличной свободно конвертируемой валюты со стороны США и со стороны Европы. Эту валюту надо где-то брать. Вот. Я понимаю, что решение, наверное, Центробанка какое-то спорное в этом плане было, но вот в этот раз в ЦБ заявили, что мы от этого отказываемся. Вот теперь вот эти вот предложение о продаже валютной выручки, оно будет носить рекомендательный характер. Не обязательно, хочешь продавай, не хочешь не продавай, хочешь вообще эту валюту, которую ты выручил от продажи экспорта, оставляй там за бугром. Это решение внесено еще бог знает когда, сегодня просто сейчас, вот в данный момент оно подтвердилось. Вот, и вот ты там выше сказал, что экспорт снизился. Да, а я думаю, что, может быть, он и не снизился. Я думаю, что снизился он на бумаге, а в реале просто вот эта вот валюта от экспорта, она где-то осталась на Каймановых островах, там на Бермудах, где-то еще, она просто не пришла в Россию. В том числе. То есть, грубо говоря, эти минеральные удобрения или там бензин, лес за границу-то продали, а деньги не пришли. Вот, и вот это напрягает. В том-то и дело, да. В такой ситуации мы оказались. И вот Центробанк принимает вот такие вот решения, и причем они аргументируют, они говорят, мы почему отменили вот это обязательство по продаже валютной выручки? Ну, потому что найдут какие-то обходные пути. А у меня, вот ты знаешь, совершенно другое впечатление складывается, что просто пролоббировали и дали отмашку. Вывозите все, что можно еще вывести, украсть.
все, что не приколочено, ну, там уж куда кривая российской мечты вынесет. Просто как вот я шучу иногда, однажды мы проснемся, вот однажды рано утром, а в стране никого нет, да, ни одного чиновника, ни одного депутата, все госучреждения открыты, и вроде как радость-то какая, да, но выяснится, что вместе с чиновниками пропали и все наши накопления, и все наши резервы, и все наши пенсионные какие-то деньги, и все музейные ценности, и вообще ничего нет. Нет чиновников, и вообще ни хрена нет, все куда-то исчезло. Вот заходи в этот Кремль, там ветер гуляет, но и в Центробанке точно так же ветер гуляет. Бы если, да. Какой он там социальный. Бы если. Вот. Но ты понимаешь, это и есть показатель. Это и есть показатель как раз настоящего кризиса, полноценного. Потому что когда там говорят, что вот, значит, в экономике спад, еще что-то такое, ну да, видишь, спад, а потом взяла экономика, упала, да, отжалась и поднялась. Не в этом дело, а в том, что именно переходит теперь экономика на ручную систему управления. То есть вот это и есть самый как раз такой убедительный показатель кризиса власти в России, не экономики, не финансовой системы, а кризиса власти. Ведь почему потребовалось такое совещание с экспортерами созывать? Да потому что Путин ведь совсем не так давно подписал указ, разрешающий экспортерам 100% выручки валютной депонировать на зарубежных счетах. А указ-то никто не отменил. Поэтому они, естественно, и не могли теперь им, значит, принять новый какой-то там подзаконный акт о том, что они должны эту выручку опять везти в Россию. Тут пришлось им, это нет хорошей жизни, им пришлось с экспортерами договариваться, но они припугнули, видимо, что если добровольно не повезете в валюту, мы все равно, значит, да, указ отменим, налоги введем дополнительные. Налоги, кстати, на сверхприбыли так для них ввели. То есть они обложены теперь, получается, все налогами. Но, видимо, согласились, куда им бежать, потому что на самом деле это единственное, ну, по сути дела, единственный такой стабильно работающий канал экспортный, который позволяет и приток валюты в Россию обеспечивать. Ну, а что касается юаня, о котором ты тоже говорил, ну, мы с тобой это и обсуждали. А что, собственно говоря, от добра не ищут, а тут попытались найти. То есть отвязываемся от доллара с евро и привязываемся к юаню. Супер. Но ты об этом тоже уже сказал, что там авторитарная система власти в Китае, и все это администрируется ЦК КПК, Центральный комитет Коммунистической партии Китая, а не рынок, и не биржа определяют курс юаня. И это очень-очень рисковая на самом деле была затея переводить теперь все золотовалютные резервы России, значит, наращивать там долю юаней. Эта ситуация как раз сейчас только что лишь подтвердила, что курс юаня-то практически не изменился, потому что Центробанк Китая за этим следит, и тем самым Россия оказалась, ну, изменился, но не в такой степени, как доллар и евро. И Центробанк, потому что Китай, конечно, все контролирует. И, безусловно, и то, и другое, то есть и ставки повышенные, и вот такой вот низкий курс рубля скажется на рядовом потребителе. И это, наверное, самое главное такое негативное последствие не для экономики, даже не для финансовой системы, а для жизни миллионов людей в России. Потому что ну, на курятину цены растут, мы с тобой еще тогда говорили, а после этого они еще больше выросли. Даже сезонное снижение цен в этом году не происходит, потому что фрукты, овощи в основном везут из Средней Азии, из Кавказа, в Россию завозят, а, естественно, из-за такой курсовой разницы они подорожали все на 15, на 20%, тогда как в это время происходило обычно снижение цен, примерно настолько же. Вот, то это, конечно, только начало, а там есть еще и лекарственные препараты, средства гигиены, да много-много чего еще есть, скрытое где-то вот в таких вот телефонах, которые ты демонстрировал, например. Это не сейчас сработает, не в ту же секунду, но в течение 2-3 месяцев. И я слушал прогнозы экономистов, они говорили, что, конечно, Центробанк в страхе перед выборами президентскими, хотя я думаю, что там уже все протоколы лежат подписанные в сейфе у Эллы Памфиловой, результаты все уже определены, кто победил. Но, тем не менее, важно такое настроение состояние общества в России, общей удовлетворенности. И экономисты прогнозируют, что вот Центробанк поэтому всеми богами будет этот курс снижать опять до приемлемого уровня и держать. А вот мы же понимаем, что это получится. Мне кажется, вряд ли получится. Да, типа, а потом, значит, после выборов весенних, а не президентских, значит, отпустят и все рухнет. А мне кажется, что раньше рухнет.
Вот эту неделю как-то так вот со скрипом закончили, хотя закончили снижением, значит, по отношению, вернее, доллара по отношению к рублю, а евро-то все равно немножечко подтянулся. То есть даже вот эти ставки, совещания с экспортерами, да, они как-то успокоили ситуацию, и все равно евро продолжал расти даже на конец пятницы. И вот эта вот неделя следующая будет очень интересная в этом отношении, очень. Потому что если рубль продолжит свое снижение, даже не катастрофическое, но станет понятно совершенно, что катастрофа с обвалом, полным обвалом может случиться и до конца года. И ресурсов не хватит никаких удержать рубль. Ну вот эта неделя, да, будет очень интересная, нужно наблюдать. Есть ли у России будущее, мы не знаем, а вот если будущее у российского рубля, можем узнать очень скоро. Как-то так. С другой стороны, видишь, это нам с тобой понятно. Мне очень печально, что подавляющему большинству, буквально перед началом выпуска, опять опубликовали очередные опросы в ЦИОМ. 48% россиян по-прежнему доверяют центральному телевидению. И этим все сказано, понимаешь? Ну, это в ЦИОМ, который там работает и прописан на этом телевидении, естественно. Это доверие к ЦИОМу. На самом деле, вот в это я все-таки верю, поэтому пока я будущего какого-то такого просветленного у нашей страны не вижу. Спасибо, что были с нами, спасибо, что выслушали. Это была «Россия без будущего». Меня зовут Александр Романенков, мой коллега Андрей Кузичкин. Спасибо, увидимся и очень скоро. Андрей, тебе слово и прощайся. Да, я всем желаю до конца лета все-таки дожить в хорошем настроении. А дальше посмотрим. Мы же русские. До конца лета все-таки дожить. Точка. Пока-пока. Счастливо всем.